Да, что-то давненько не было роликов на канале, а если быть точнее и честнее, аж целый месяц, как я ничего не делал. На это были свои серьезные причины, честное слово, вы не подумайте, что я просто так фигней страдал. На данный момент я нахожусь не у себя дома, интернет пока что только мобильный, а провести полноценную нормальную сеть получится лишь к концу апреля. Опять же, не подумайте, что я кинул вас на месяц просто так. Пока я жду лучших времен, мне удалось выбить немного свободного времени, сил, нервов и интернета, чтобы слегка поэкспериментировать с вашей любимой рубрикой про все версии. Эксперимент заключается в том, что игрой ролика стала не Need for Speed. Да, вот такой я у мамы экспериментатор. Подопытным нашего эксперимента стала моя любимая аркадная гонка, специализирующаяся на мире легальных гонок. Дамы и господа, леди и джентльмены, мальчики и девочки, вашему вниманию представляю игру Race Driver Grid, вышедшую в 2008 году из-под крыла Codemasters. И да, даже у такой игры есть несколько версий. Конечно, не так много, как у некоторых NPS, но все же по традиции берите печеньки и чаек, усаживайтесь поудобнее и будьте готовы, ибо мы начинаем разбор всех версий легендарного Grid. И по еще одной традиции начинаем с Java версии. Не поверите, но даже у Grid есть такие игры. В 2007 году китайская студия Spiced Bits разработала версию Grid для Java. Студия малоизвестная, но состоит из талантливых ребят, которые к тому времени успели укрепиться на рынке, разработав неплохие Dakar Rally для Electronic Arts и некоторые форсажи для iPlay. Их Grid издала компания Glue Mobile, у которых на тот момент репутация еще не опустилась ниже плинтуса. Игра встречает нас довольно оригинальным загрузочным экраном, после которого предлагают на выбор два режима – карьера и свободный заезд. Режимы, честно говоря, мало чем отличаются, за исключением того, что в первом можно вписать свое имя, поставить один из нескольких аватаров и зачем-то указать свою национальность. Это такая схожесть со старшей версией. Играть же мы начинаем за разные команды, разрабатываем деньги, поднимаемся в списках и наконец основываем свою команду. Устраивать гонки можно из Японии, Америки и Европы. В каждой стране по 8 трасс, но в Америке есть еще одна дополнительная. Все локации довольно красивые, а всеми 6 автомобилями управлять приятно. По ощущениям это не совсем Grid, но и плохой игрой это ее не делает, поэтому рекомендую к ознакомлению. На этом сюрпризы от данной студии не заканчиваются, поскольку они также сделали 2D версию Grid. Так вот, в случае данной игры забудьте про режим карьеры, забудьте про красивые локации и вспомните игры с Game Boy Color. Здесь все те же страны, 12 трасс и даже столько же автомобилей, но есть и другая 2D версия, она лучше в графическом плане. Даже здания есть на дорогах. Правда, она предназначена для экранов с очень низким разрешением, FPS крайне маленький, всего 6 трасс и 3 автомобиля. Давайте забудем про эту 2D-шнягу вообще. Перейдем к более крупной версии, а именно к версии для Nintendo DS. Сей проект увидел свет тоже в 2007 году. Разработала эту версию студия Firebrand Games, у которой довольно большой послужной список, но если эта игра не для Codemasters, как, например, Dirt 2 для DS, то выходит Forza Showdown. Достаточно сложно ожидать от таких разносторонних разработчиков чего-то крутого, верно? А вот и нет. Игра встречает нас двумя режимами Race Driver и мультиплеер. Второго мы не касаемся по понятным причинам. И пока не ушли от темы меню, в игре есть чит-коды, вполне легальные, находятся в опциях. 2 кода и вовсе мы могли получить на халяву, зарегистрировавшись на сайте Codemasters. Но встает вопрос, что же дают эти читы? А дают они всякие ништяки по типу открыть все, дрифтмастер, призрачное авто и так далее. Карьера в целом ничем особенным выделиться на фоне остальных не может. Здесь все те же 3 части света, в каждой локации по несколько гонок и гараж, в котором кроме выбора и покраски авто с тюнингом можно было создать свой трек и свою гонку на этой трассе. Данная особенность перешла из эксклюзивной версии DS Race Driver Create and Race от тех же разработчиков. Сами гонки в этой версии на любителя. Физика есть, но поворачивать очень сложно. От столкновений хоть и есть ошметки, но в силу мощности консоли почти не виден урон. Есть возможность въехать на пит-стоп, а что до ботов, то они какие-то вялые, так и норовят подставить свою задницу под удар. Oh my. Как портативная версия Грида, эта игра довольно хороша, но само собой до оригинала ей очень далеко. Следующий в нашем списке является Grid для аркадных автоматов. Издателем является Sega. Sega Grid, первоначально выпущенная как полноценная игра для ПК в 2008 году, в 2010 была превращена в полноценную аркадную машину. Пользователям нравилось ощущение скорости, выбор желаемых суперкаров и точное воссоздание полноценной игры. На выбор есть 3 игровых режима. Первый – быстрая гонка. Выбрал свою машину и поехал. Второй – многопользовательский. Единственное отличие от предыдущего режима заключается в том, что тут нам приходится гонять против нашего товарища, который садился рядом. И мы вдвоем играли на автомате. Третий режим – чемпионат. Выбираете свой гоночный автомобиль, проходите 3 уровня гонок в первых местах и открываем секретную трассу, чтобы стать абсолютным чемпионом. Двойной автомат оснащен 32-дюймовыми или 42-дюймовыми мониторами, светодиодными эффектами и звуковой системой 2.1. Самбуферы устанавливались в сиденье, чтобы имитировать ощущение дорожного покрытия. Короче говоря,
говоря, все для лучшего ощущения пользователей. Итак, наконец, узрите же гвоздь программы. Старшая версия Grid образца 2008 года на движке Ego, разработанная специально для консолей PlayStation 3, Xbox 360 и ПК. В свое время эта игра казалась чем-то необычным. Во-первых, после Dirt 2007 года Codemasters полностью переписали систему повреждения автомобилей. Это уже тянет на главное нововведение, потому что благодаря этому появилась возможность убить машину просто в хлам. А при первом прохождении можно надолго залипнуть, наблюдая, как во флешбеке обломки собираются обратно. Уж очень красивые повреждения в игре. Трудно даже представить, каким образом автоконцерны позволили так поступить со своими машинами. Во-вторых, графика на момент 2008 года делала игру невероятно привлекательной. Желтизну и размытость можно выключить с помощью редактирования файлов папки с конфигом. Также можно выставить разрешение под современные компы, но желтизну я все-таки оставил. Мне так игра кажется более атмосферной. А чего только стоит физика поведения дыма. Господи, даже сейчас дым в данной игре выглядит просто сногсшибательно. Ну и в-третьих, причина, по которой многие полюбили данную игру, это ее простота. Простота во всех смыслах. Игра хоть и пыталась походить на симулятор, но все-таки являлась полноценной аркадкой. Но я не скажу, что это плохо, поскольку физическая модель в игре выполнена довольно приятно. Нет, так сказать, противного ощущения от езды. Также, несмотря на то, что физика аркадная, это не мешает игре доставлять пользователям удовольствие за счет уникального поведения каждого автомобиля. Чувствуется вес, маневренность, чувствуется привод и прочие мелкие детали с управлением. А также элементы симулятора все-таки присутствуют, как раз имею в виду повреждения. При сильных ударах машину начинает вести в сторону, а руль поворачивается все тяжелее. Управление ухудшается, от более сильных ударов может и чек-энджин загореться. К слову, на случай критических ошибок разработчики предусмотрели полезную фишку. Как и говорил ранее, флешбэк. Это возможность вернуться на несколько секунд назад во времени, исправить что-то и продолжить гонку. Учитывая, что разбить машину полностью здесь нетрудно, порой эти флешбеки оказываются очень даже кстати, хоть и страдает ваша репутация. Радовала проработанность и детализация мира. Например, можно продавать или покупать поддержанные автомобили на eBay, а если ты купил новое авто, то как раз со временем можно заметить, как с увеличением пробега на ней появляются царапины и выглядеть машина начинает потрепанной. Карьера в игре просто вводит нас в курс дела. Наш герой обычный мечтатель, у которого есть цель – создать свою команду, стать круче Ravenfest, заработать много денег и стать одним из лучших пилотов в мире. Нам нужно лишь выигрывать, остальное наш герой кладет на своего менеджера, который уже сам решает все вопросы. Продвигаясь из лиги в лигу, выигрывая гонки, мы зарабатываем нашему герою репутацию, популярность и, главное, внимание спонсоров, которые, к слову, очень важны, потому что у них свой подход к делу. Мы им логотип, а они нам свою поддержку и денежки. Средства потекут уже только в том случае, если условия выполнены. Условия бывают самые разные, от победы в первой тройке лидеров до просто финиширования в гонке. Все спонсоры реальны и существуют в нашем мире, довольно приятно и атмосферно, но все-таки это product placement. Кроме того, как уже было сказано чуть ранее, нам предстоит создать свою собственную команду, выбрав название, символику и расцветку, которая автоматически будет потом наноситься на все тачки. Ну и само собой выбрать спонсоров. А позднее можно нанять напарника, у каждого из которых есть свои плюсы и свои минусы. Все эти преимущества и недостатки зависят от цены напарника. Но поверьте, лучше разок потратиться и приобрести надежного, чем мучиться с новичком. Тем более опытный может даже вас обгонять, и вы его не догоните. Сами же соревнования проходят на 3 континентах. Кольцевые гонки и дерби обычно в США. Различные формулы, соревнования прототипов и длительные заезды обычно в Европе, а дрифт и дуэли мастеров Тогу в Японии. Строгого деления, конечно, нет, да оно и не нужно. На каждую территорию приходится по 3 лиги, и суперфинал общий для всех. Плюс есть ряд плюшек, которые предусмотрены для самых откровенных чемпионов. Например, если взять первенство во всех номинациях в одном континенте, то нынешний триумфатор бросит вызов и состоится отдельный чемпионат. Сложнее обычных гонок, но и с выигрышем побольше. Дополнительно в межсезонье предусмотрен Лиман. Это 24 минуты реального времени, на протяжении которых необходимо продержаться на трассе, да и еще и обойти всех в своем классе. Плюс к этому стоит отметить, что в режиме Race Day можно выставить реальные 24 часа гонки, так что это для самых крутых чувачков. Насчет музыки распинаться долго не буду. Она есть, но все-таки в гонках ее очень мало. И появляется она при определенном уровне сложности и при определенных моментах. При сильном напряжении игрока она обязательно появится. Но так по себе саундтрек все-таки отсутствует, и это очень обидно, что он работает только в меню. Можно было добавить треков побольше. Подводя итог по игре, хочу сказать, что по моему субъективному мнению, с которым, как мне кажется, многие согласятся, первый Grid был хорошей игрой. Приятная аркада, которая всеми силами завлекала и отдавала тебя на все 100. Жаль, что Codemasters пошли куда-то не туда, и последние игры серии с трудом вообще можно назвать интересными. Страшно даже представить, каким теперь будет Grid под крылом Electronic Arts, и будет ли он вообще. А что ты думаешь о серии? Расскажи в комментариях. Всем спасибо за просмотр, спасибо тем, кто поддерживает канал материально. Всем удачи и пока. Не забудь посмотреть предыдущие ролики из разбора всех версий, и также я надеюсь, что я все-таки скоро вернусь.